Это ж можно было повесить. Вау. Мне вообще на оценки. Когда мы уже ее выгоним? Несколько раз в месяц. Где папа, Настя? Пожалуйста, не надо. Хрущевки в пятиэтажке и бухают. Period. На раз, два, три говорю всем привет. Раз, два, три. Всем привет! Ты чего? Давай, радостнее, энергия. Сегодня у меня в гостях Людмила Александровна Полупоярова. Сегодня мы снимаем очень запрашиваемое ли это вообще было видео. Не знаю, кто его просил, но мы его снимаем. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, Miss Little, yes. И да, давайте уже быстрее приступать к вопросам, потому что если я еще дольше буду разговаривать, то тогда мама просто уйдет и не будет со мной сниматься. Первый вопрос. Почему именно Таиланд, а не какая-нибудь другая страна? Ну, он к тебе адресован. Ну нет, к тебе, наверное. Я-то не знаю, почему именно Таиланд. Мне было 6 лет, когда мы сюда переехали. Вряд ли у меня в мозге, как это говорят, типа, вот, Таиланд, сюда нужно. Вот, Таиланд, сюда нужно. Здесь тепло, здесь люди улыбаются. Просто улыбаются без какой-то причины, ребят. Нет, у них есть причина. Я наконец-то разгадала, почему тайцы улыбаются. Ты не знаешь? А я знаю. Ну и давай нам эту тайну раскрывай. У нас 3 зуба прямо идет, а у них 5 зубов прямо. И им сложно закрывать. Серьезно? Но от этого они не становятся менее позитивными. Здесь все время лето, и они позитивные. И все? И все. Отлично. Мне нравится. Реакция твоей мамы на то, что ты нетрадиционная ориентация. Вау. Это твоя реакция на вопрос или реакция на ответ? Да. Именно так. Да если так мало будешь отвечать, у нас видео получится на 5 минут. В смысле, у нас что, всего 2 вопроса? 12. Ну, блин, за 12 это нормально. А я должна часовую версию рассказывать? Ты должна делиться своими мыслями, что у тебя. Что у меня? Что у меня, заметь? Ну я-то сколько вопросов-ответов этих уже снимала. Сегодня звезда ты. Да я вообще всегда звезда, если я есть в кадре. Вообще, да. Те, кто подписан на второй канал, на прямые эфиры приходят, знают. Кстати, подписываемся. Мистер Литл будет прямые эфиры в каждое воскресенье. Как твоя мама относится к твоему аккаунту на Ютубе? Так мама его завела. Ну да, те, кто не знает, вообще мама и папа Олег решили завести канал для меня, потому что видели то, что мне нравится. А почему ты своего папу называешь Олег? Это, кстати, был такой вопрос, но я решила его не это. Просто привыкла я так, ребята, ну и просто он не родной немножко. Ну да, и Олег, это не Олег, который Олег. Это Олег, который другой Олег. Ну, вы, конечно, поняли. Вот сейчас должна была фраза быть. Ну, в общем, вы поняли. Да, возвращаемся к вопросу. Да, мама с Олегом решили завести мне YouTube-канал, они придумали название, и как мама может относиться к этому каналу? Ну, наверное, позитивно. Мама тебя когда-нибудь наказывала за оценки? Это к тебе вопрос, заметь, не к маме. А, да. А ты меня когда-нибудь наказывала из-за оценок? Вообще никак. Мне вообще на оценки. А почему тебе все равно на мои оценки? Потому что оценки — это не показатель ума. Это всего лишь показатель того, что как ты на данный момент способен вызубрить тему, как к тебе относится твой преподаватель, как у тебя именно конкретно в этой сфере, потому что, например, вот я историю могла вызубрить, а географию не могла вызубрить. И, соответственно, то есть как у тебя именно в этом предмете способность головного мозга усваивать эту информацию. Причем, когда ты зубришь и усваивать, это 2 разные грани. Ты зубришь и усваивание вообще в разных параллелях. Ты не можешь усвоить то, что ты зубришь. Ты просто вызубришь, а если спросить тебя шаг влево, шаг вправо от того, что ты вызубрил,
ничего не отвечу. Поэтому я считаю, оценки – это не показатель ума. Я никогда не училась хорошо в школе. Я самая последняя сдавала экзамены всегда. Я приходила на пересдачу, и в день пересдачи я сдавала там по 3, по 4 экзамена подряд. Просто я понимала, что мне уже деваться и тянуть времени некуда, и я просто в один заход заходила и все сдавала. Я никогда не была отличницей, я не заканчивала с красным дипломом, ничего. Но я здесь, а они там, в хрущевке, в пятиэтажке и бухают. Period. Где папа Насти? Где папа Насти? В России папа Насти. Там, где мы с папой Настей расстались. Как твоя мама относится к твоим видео, где ты без лифчика или что-то еще по типу такого? Мама генератор всех этих идиотских идей. Как может мама относиться к своим идиотским идеям? Очень позитивно она к ним относится. Я их когда снимаю, страдаю, а мама ржет потом, когда их смотрит. Очень весело. И вам, заметьте, тоже очень весело. Мы можем снимать, конечно, я пошла, поковырялась в носу, пописала, покакала. Вот Настя сегодня не захотела, кстати, снимать, как она сидит на унитазе. Ну, вам же бы это было интересно. Но если бы мы изо дня в день бы снимали такие продуктивные видео, ковыряние в носу, ковыряние ложкой в тарелке, показывание продуктов выхода в унитаз, я думаю, что уже через пару недель бы половина из вас бы уже отписалась. А так как периодически у нас бывают крайне идиотские предложения... Периодически. Периодически. Несколько раз в месяц. Между прочим, кидайте свои чудесные идеи в комментарии. Мы все замечаем и все берем на вооружение. Пожалуйста, не надо. Да. Вон там внизу можно все написать. Было ли такое, что вы хотели выгнать Настю из дома? Блин, каждый день мечтаю об этом. Когда мы уже ее выгоним из дома? Да самое, что интересное, по факту Насти в доме нету. У Насти, вот если был бы в эту комнату отдельный вход... Туалет, еще туалет, холодильник. Да, холодильник, то, в принципе, мы бы Настю вообще не видели в доме. Поэтому, как бы, есть она, нет ее. Только так кричать, зайти в комнату, где-то выпустить пар. Отлично. Твоя мама не против Олега? Какого Вот Олега? это у меня сразу вопрос. Какого Олега? Болтун мне нравится. Вообще считаю, что он бы был просто идеальным мужем. Он такой весь придурочный. На самом деле, вот мне бы было бы с таким весело. Потому что... А Настя с ее занудством, он прям был бы идеальный вариант. Хоть бы кто-то разряжал бы в этом доме бы атмосферу. Представляете, если два зануды были бы жили вместе, то это ж можно было бы повеситься. А так один веселый, один как Олег. Олег идеальный, и гены у него хорошие, он симпатичный пацан, высокий. Велосипед бы отобрать у него, и прям было бы все идеально. Почему у твоей мамы пятнистые руки? У меня не только пятнистые руки, у нее под носом белые пятна. Я не хочу длинную историю. Я пролила кислоту, все. На самом деле у меня просто нарушился обмен веществ. Когда я была маленькая, меня обкололи лекарствами. И нарушился обмен веществ. Все, что травмируется, оно больше не загорает. То есть белая кожа — такая кожа, как вообще она, если была бы у меня без загара. А та вся остальная кожа загорает. Соответственно, когда я жила в России, и когда зимой не было солнца, я была вся такого цвета. Вся вот беленькая. А так как здесь у нас солнце круглогодичное, то как бы, ну вот как-то Последний вопрос. Вопрос для уже мамы. 12-й вопрос? Да. Хотели бы вы еще ребенка? Нет. Когда Алисе не было года, я хотела еще одного ребенка. Причем девочку, заметьте. У нас количество детей не из-за того, что мы хотим мальчика, а из-за того, что просто. Но когда Алисе исполнился год, и она превратилась в
того демона, который вот мы сейчас имеем, и с каждым годом это только нарастает, нарастает, нарастает. Нет, рожать я бы точно не стала. Вот приемного я бы взяла бы ребенка, потому что считаю, что у нас есть и возможности, и как бы условия мы можем создать, но не все члены нашей семьи поддерживают это желание. В общем, ребята, на этом и заканчивается это видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Еще раз вам говорю про мой второй канал Mr. Little Hypuет. Там вы сможете увидеть и меня, и маму чаще. Раз в неделю мы проводим там прямые эфиры по воскресеньям. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем бай-бай!